Всем привет! Я помню, что уже однажды упоминал историю вот этого конкретного ножа, когда делал видео по ножу Duster Лагов, но тогда даже и не предполагал, что мне предстоит встретиться с ним еще раз. История такая, что на одной из израильских ножевых выставок с ним случилась неприятность. Нож упал со стола на кафельный пол и в итоге потерял где-то 1,5, ну может быть 2 миллиметра своего кончика. После этого Шай Азиз, хозяин фирмы Duster, сделал очень хорошую скидку на него, и нож был куплен одним из моих зрителей. Через некоторое время мы встретились с этим человеком, и поступило интересное предложение взять нож на hard-use тестирование, чтобы проверить, на что способны вот эти вот израильские ножи. Я, конечно же, с радостью согласился, потому что уверен, это будет интересно. Нож абсолютно новый, и единственное, что нужно сделать, это немножко переточить кончик. Да, он, возможно, станет немного толще, чем в оригинале, но мне кажется, что это не очень сильно отразится на общем итоговом результате. Ну все. Пошел точить. Вот такой кончик и кромка получается после 1000-го камня. Я использовал Shopton Glassstone. На всей остальной части режущей кромки я оставляю фабричную заточку, чтобы посмотреть также, на что способна она. Ну все, мне кажется, что нож полностью готов к бою. Окей, hard-use тестирование ножа Duster Лагов, сталь D2, кончик был немного переточен, во всем остальном нож абсолютно новый, с фабричной заточкой. Давайте посмотрим на остроту. Практически не продавливает паракорд. И по этой причине я считаю заводскую заточку ножей фирмы Duster дерьмом. Ну, посмотрим, что эта заточка сможет показать в работе. Начинаем с кабеля. С большим трудом, но прорезает пушка там. Интересно, что я даже не могу проверить, затупилась ли режущая кромка, потому что она изначально достаточно такая туповатая. Но визуально каких-то больших засветов нету, не появилось. Ладно, переходим к открыванию банки.
принципе, не так, чтобы уж супер легко, но очень уверенно нож справился с этой работой. По режущей кромке появилось такое, возможно, небольшое затупление, а возможно, это ему сделало даже лучше. Вот, это то, о чем я и говорил. Стало немного лучше. Дело в том, что работа по банке выполнила роль такого мусата в своем роде. То есть почистила весь вот этот вот слабый заусенец, который был на режущей кромке. Очень интересный момент. Ну, переходим к строганию алюминия. Ну, нету такого чересчур уж сильного вгрызания в алюминий, но работу он выполняет. Это, видимо, частички алюминия остались на покрытии ножа. С этой стороны тоже. Режущая кромка без особых повреждений. Такой вот очень-очень тоненькая полоска, которая отсвечивает цвет. Возможно, ее можно различить. Вот. Да, он затупился еще немножко после реза алюминия. Но в целом для стали D2 достаточно удовлетворительный результат. Переходим к тестированию кончика. Оцинкованный металл 0,8 мм. Я сделал 6 ударов, потому что попал уже в сделанную дырку в одном из разов. Смотрим на кончик. Можно видеть маленькую деформацию вот на самом кончике. Он как бы загнулся вниз, и здесь вот на режущей кромке вот тут вот тоже появилось такое небольшой такой замин или скол. Вот сейчас его видно. Замин больше. Вот он. Ну, вот сейчас его видно. Вон он там где-то сантиметр от кончика. Переходим к оцинкованному металлу 1 мм. Пять ударов. Повреждения у нас уже гораздо более видимые. Кончик продолжил мяться. Режущая кромка тоже получила несколько заминов. Давайте рассмотрим внимательно.
Вон они отсвечивают цвет. Вот два таких заминчика тут. И вот на самом кончике он вот так вот смялся достаточно некрасиво. Нержавеющая сталь 1 мм. Эти два удара кончик выдержал без особых, хотя нет. Смотрим, замины усилились, он почти весь сантиметр кончика теперь блестит. Кончик у этого ножа и правда такой достаточно деликатный на фоне такого толстого обуха. Вот. И поэтому интересно, что он покажет нам сейчас в ковырянии древесины. Вот что он нам покажет. Вот такие дела. Вот вам и D2. Вот вам и такой толстый обух. Кому он нужен? Кому нужен вот этот обух при таком кончике? Вон там кончик внутри. А вон он, наш кончик. Сохраним его. Сохраним его для протокола. Ну и с таким кончиком он, конечно, ковыряет уже очень серьезно. Кстати, обратите внимание, практически ноль какой-то пластической деформации. Ничего, кончик просто отломался. Это тоже достаточно странно мне было видеть на ноже с D2. О. Ну не ломается, держится. Вот так. And that's the way the cookie crumbles, как говорил Брюс Всемогущий. Сейчас, секундочку, я выключу камеру и постараюсь отыскать ту часть клинка. Я не смог найти клинок, там настоящие заросли, он улетел. Возможно, я попытаюсь позже. Но что здесь интересно? Да, я нажал ногой. После того, как сломался кончик, я хотел протестировать прочность вот этой вот сумасшедшей толщины этого ножа. И что удивительно,
он не сломался где-то ближе к кончику, где он тоньше. Он лопнул прямо посередине, причем скол проходит прямо через через вот этот вот оттиск фирмы Дустер. Обратите внимание, вот эта звезда, вот где проходит скол. И это тоже очень-очень подозрительно. Вот так вот выглядит сам слом. Если кто-то может что-то определить по этому. Но в целом полнейшее разочарование для меня. Вообще какое-то странное поведение для D2. Вот. Ну, все. Возможно, позже я поищу клиночек еще, может быть, удастся его найти. Но все равно это уже ничего не решает. Думаю, будет интересно пообщаться с Шаем Азизом по поводу вот такого результата. Все, спасибо за просмотр. Пока, бай-бай. В заключение хочу добавить одну поправку. Во время видео я несколько раз называл хозяина фирмы Дустер именем Шай. На самом деле его, конечно же, зовут Мейер, то есть Мейер Азиз, а не Шай Азиз. То, что сбило меня с толку, был вот этот email адрес на упаковке Дустер, и здесь написано Шай Азиз. Шай — это сын Мейера, но изготовлением ножей он не занимается, поэтому приношу свои извинения за такую путаницу. Что же по поводу самого ножа, то клинок мне, к сожалению, найти не удалось. Но я сделал несколько очень хороших макроснимков места слома. И показав их нескольким понимающим людям, хочу вам сказать, что возникло очень много вопросов по поводу структуры этой стали и того, как это все выглядит. У меня, конечно, нету никаких результатов лабораторных проверок, и я ничего не могу сказать точно, но я просто вставлю сюда эти снимки, а вы уже каждый сделаете для себя свои выводы. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.